Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Наша задача – всем бросовым тканям дать вторую жизнь. Пересматриваем кусочки, образцы мебельной ткани. Сразу говорю, что самый лучший способ удалить следы клея – это ножницы. Выкраиваем детали насколько возможно крупнее, а у мелких кусочков немного закругляем один край. Первым делом пристроим всю мелочевку. В качестве основы возьмем кусок плотной ткани. Обозначим центр. Надо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Тогда готовое изделие получается красивое, ровное и аккуратное, и не идет волной. Воспользуемся приставным столиком. Работу начинаем с центра. Потихоньку закрываем его, обшиваем мелкими кусочками. Советую сразу, как только появился этот мусор, его пристраивать, а не ждать, пока накопится очень много этих обрезков. Интересно, почему мы так любим создавать? Возможно, потому что в мире хаоса мы жаждем порядка, а в мире повседневности – чудо. Творчество – это диалог с самим собой, в котором нет неправильных ответов. Работая над поделкой, мы учимся принимать несовершенство, видеть красоту в изгибах и переплетениях. И в какой-то момент мы понимаем, мы творим не из глины, ниток или тряпок, мы лепим свое настроение, свое спокойствие и свою уверенность. Это лекарство, которое у нас всегда под рукой. Рукоделие – это мостик между нашими мыслями и реальностью. Когда мы берем в руки инструменты, мы берем на себя ответственность за красоту. Это момент силы, потому что мы учимся управлять материей. Но это и момент смирения, потому что мы следуем за материалом, слушая его. В этом балансе и рождается настоящее счастье. Спасибо, мои хорошие, что творите вместе со мной. Когда вся основа заполнена, надо промерить и подровнять края, отрезать лишнее. Заготовка получилась толстенькая и плотная. Для коврика самое то. Остается только обработать край бейкой.
Коврик у нас получился замечательный, плотный, тяжелый и простеганный. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!